Короче, вот здесь я буду мыть золото. Здесь я буду работать. Сейчас. А все почему? Потому что, во-первых, река здесь пересекла пачку гравелитов. То есть она себе промыла, прорезала русло. Именно, ох, смотрите. Вот там вот это все гравелиты. Вот они. Вот это все гравелиты. Короче, как мы знаем, что золотоносными бывают не только конгломераты, но и гравелиты. Именно четвертичное породообразование. Хрен на них, короче. Все дело в том, что, вот смотрите, видите, вот этот вот момент, сейчас я увеличу немножко. О, вот они, гравелиты. Да здесь, короче, все русло в гравелитах. Они выветриваются, и что делают? Правильно, сыпятся вниз, сыпятся в реку. А река что делает дальше? Перемывает именно полностью материал, который поступает вот водотоками сюда, прямо вот так. В реку поступает разрушившийся материал. Здесь он многократно сортируется, перемывается и, естественно, аккумулируются все тяжелые частицы. И вот так вот после сортировки золотишко забивается в природные ловушки, коими являются всевозможные щелочки, и остается. А остальной материал сносится. Таким образом, я сейчас буду искать щелочки, в которых саккумулировалось золото. То есть, короче, после каждого паводка я сюда прихожу и пробегаюсь быстренько по всем ловушкам природным. Кстати, вот сейчас вы можете хорошо заметить именно зону контакта. Но здесь она, конечно, очень расплывчатая. То есть, когда гравелиты, вон они, гравелиты, и вот они переходят в конгломераты. Кстати, вот еще чуть выше, сейчас покажу. Вот. Вот это выходы гравелитов. А вот здесь уже идет зона контакта конгломерата. Кстати, очень хорошее место. Именно по контактным зонам наиболее часто сосредоточены аккумуляции золота. Именно те, которые приурочены к четвертичным отложениям. Короче, все это хорошо, но золото мыть лучше. Что я сейчас и буду делать. Привет, народ! Ну что, сегодня именно такой случай, когда лопата является бесполезным инструментом золотодобычи. А все почему? Как я только что рассказал, что в этой местности коренными породами являются непосредственно гравелиты и конгломераты. А что это значит? Это значит то, что именно плод, то есть именно твердое основание, на котором будет находиться именно наносы, то оно представляет собой именно помимо того, мало того, что трещиноватую, так еще и раковинистую. А так как золото тяготеет именно к плотовому распространению, то это означает, что лопатой его не подобрать ну никак, ну просто никак. Это все равно, что лопатой елозить по бетону. Но сейчас я хоть приблизительно покажу на камешке. Вот, допустим, есть у меня такой вот персонаж, вот здесь вот лежат золотинки. Вот как их подобрать? Да никак. Вот сколько не елось по камню. О, я пойду ближе. Ой, сколько по камню не елось, а золотины подобрать фактически нереально. Для этих целей я сейчас буду использовать насос
и гребенку. Естественно, лопату мне нужно будет там, где нужно будет отбросить слишком большие наносы, а гребенкой непосредственно собрать крупную галю, которая может забить именно всасывающий патрубок. Ну, короче, сейчас я буду работать и заодно посмотрите, как эта вообще процедура вся происходит. Постоянно что-то доделываю в данном насосе. Ну, есть небольшие там изменения и внутри него, ну, в принципе, не принципиально. Не, ну как, тут все принципиально, суть не в этом. Короче, устройство фактически то же самое. Двухклапанный насос, который именно производит спуск-выпуск. Выпуск пульпы происходит по пульповоду. Классификатор остался тот же. Видите, что его особенность в чем улавливание? Именно пульпа подается тангенциально, то есть по касательной, по краю, и таким образом образуется центробежная сила, которая сортирует материал. Тяжелые частицы остаются внутри, а все, что легкое, вымывает наружу. Таким образом получается постоянная классификация. Зеленый чай, кстати, очень хорошая штука. Ну что, здесь я основные трещины прошел. Сейчас еще там пару каскадиков нужно взять. И в принципе все. Ну, как я уже там раньше рассказывал, что в принципе аккумуляции они не везде образуются. Но, допустим, в данном участке это как раз зона ослабления. И тут как раз немножко происходит притормаживание всего материала. И происходит очень тщательная сортировка. И плюс к тому, что есть благоприятные ловушки. Для того, чтобы материал он аккумулировался бы и можно было бы его природой улавливать. А дальше все, дальше снова начинается транзит. И все по руслу, погнало материал. Плюс к тому же постоянно, каждым разом русло немного изнашивается. Короче, оно даже если где-то чуть-чуть там что-то, какая-то золотина спряталась, ее только раз выбило
подтерла и все, и полетела вместе с материалом. Образуется плотная гидравлическая смесь, и, короче, понесло именно до места, в котором снова будет благоприятные условия для того, чтобы снова произошла бы сортировка и именно непосредственно улавливание с аккумуляцией. То есть таких именно мест на реке не так-то уж и много образуется. Не, ну как, ну если, допустим, для всего протяжения, там, допустим, на пару десятков километров, то таких именно мест может быть небольших, локальных, там около, допустим, там полусотни, сотни. Это ж они будут именно небольшие такие пятачки. Все, конечно, индивидуально и зависит непосредственно только от данного региона. Короче, пошел и дальше трудиться. Вот, короче, срань, это не пульповод. Короче, видите, этот пульповод такая хрень редкостная. Короче, насекается мелкими частицами, минералами, камешками, короче. И после этого благополучно лопает. То есть стоит его немножко где-то перегнуть, и все, и хана такому пульповоду. Но, в принципе, я считал, что вот такое вот изделие именно данной фирмы, короче, хватает его на 2-3 куба и все. И потом после этого насекается так, что лопается уже буквально на такие, на мелкие кусочки. Вы такие, наверное, думаете, да, блин, да нахрен он вам рассказывает про этот пульповод. Нам бы посмотреть результат. Сейчас мне самому результат интересен. Все обмерзает очень быстро. Короче, сейчас будем видеть результат. Блин. Короче, результат достойный, только нужно сейчас дома домывать в теплой воде. Потому что, ну блин, ну реально, это просто жесть. Во-первых, лоток обледеневает, он сам по себе обледеневший. То есть это все нужно сейчас домывать. Весь суповой набор, который должен быть. Блин, свинца дофигища. Ну и золото есть, конечно. Короче, сейчас домой приеду, уже начисто вымою. Ну вот и теплая вода. Для начала я сейчас отсею от техногена
Таким образом я избавился от крупных минеральных частиц и от техногена. И сейчас я уже начисто отмываю. Ну вот такой вот результат. Работаю по старой процедуре. Наливаю раствор азотной кислоты для того, чтобы разложить сульфиды и убрать остатки техногена. О, чудесно, материал уже очистился, так что сейчас его нужно промыть и растворять. Тщательно промытый материал я заливаю азотной кислотой, соляной кислотой. Сейчас приготавливается царская водка. И теперь дождаюсь только, когда золото растворится. Стандартная процедура восстановления золота. Просто добавь гидровин-гидрат. Ну что, осадок прокипел, так что его можно уже плавить. Я это называю какашки гномика. Ну что, плавлю. Ну что, вот он, волнующий и интригующий момент. Включаю весы, весы на 0. Итак, вот такая вот капелька получилась. Вот такой вот кусочек солнца. Как думаете, сколько здесь? Так, ну что здесь гадать? Короче, нужно взвешивать. Не, ну а все-таки сколько здесь? Так, ладушки, все, взвешиваю. Взвешиваю. О! Ага, о, вот так. Итак, здесь 4,4. Ну, в принципе, нормально.
Но если не учитывать день по этому холоду, блин, ну реально собачий холод был. Все обледеневает, чуть-чуть только водой смочило, все, и сразу в лед превращается. Ну, в принципе, нормально. И, ну, не скажу, что айс, но после этого паводка, да, здесь чуть-чуть больше накопилось, чем в прошлом году. В прошлом году тут меньше было. Тут почти в 2 раза больше накопилось. Хотя вроде бы и паводок не очень-то был. Ладнышки, короче, вот такой вот результат получился. Ну что, на этом я видеосюжет заканчиваю. Пишите комментарии. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.